Коллеги, доброго времени суток, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина, что у нас ожидается, что у нас было. Так, я перед этим записывал видеообзор, так получилось, что он у меня слетел, зараза. Почему-то вот с TradingView у меня все никак не могу зацепить нормальное, удобное, комфортное обращение с ним. Так. По биткоину, конечно, глобально я ожидаю, что у нас будет этот рост. Возможно, не такой большой, да. Посмотрим, когда будет третья волна. Большинство здесь начнет скидывать. Здесь у нас четверка должна быть. Потом, если это у нас пятиволновка пойдет, 3, 4. Только четверка у нас до единицы может дойти. Тут надо будет смотреть, как она будет реализована, эта четверка. На уровне 48, 50 мы должны пощупать будем. Да, потом уже после халвинга посмотрим, как оно. В общем, время покажет. Здесь понятно. Так, по BNB кто сбрасывал, тот откупил. Кстати, тоже часть BNB перелил в BNB актив. График от Binance основан на пицце. Возможно, кто-то что-то там свое увидит, кто-то не увидит. Прошлый рост у нас произошел в плюс 666 долларов, да, сделали с прошлого по направлению Атлант, да, когда и дал сигнал по Атланту и уперлись в нижнюю снизу, в трендовую, да, в большой паттерн. Ну и далее нас начали разворачивать потихонечку. По Тесла. Блин, мне так жалко. Тут такое видео, если честно, хорошее. Ладно, ничего страшного. Хорошее было. Сейчас вернемся к графику. По Тесла. Было предположение, что он у нас пойдет расти, да, и ранее об этом говорил, показывал, да, вот день инвестора Тесла, тут еще как раз и BinX их добавили к себе, добавляли, я говорил, что, ребята, есть такой момент, что вот Тесла, S&P 500, я с BinX списывался, с ребятами просил их о том, чтобы они руководству донесли, что нам желательно вот эти активы иметь, чтобы на них обращать внимание, чтобы не бегать по рынкам, да, чтобы можно было где-то в телефоне открыл и посмотрел, сразу их в избранное добавить, чтобы было. Ну и дальше мой лонг по Тесле, дальше открывал лонг, на тот момент это было 157 долларов по Тесле, да, было плюс 202, ну, я так и оставил на продолжение движения, и Тесла у нас выдала всю сумму, закрылась по АДЛ, плюс 1000 зеленых. Так, и дальше. С этим у нас отлично. Сейчас часть этого актива я перелил в BNB, тоже добавил в монетку BNB. Опять же, 30%. С Tesla отсюда взял 20% и 30% из Zen. До этого, так, здесь обозначал, это не написал, да, ребят, ну, в общем, видеообзор, кто посмотрит, поймет. Взял из актива Zen, ранее тоже мы его приобретали, и часть этого актива, поскольку не было пролива, перелил в BNB, потому что BNB просил хорошо, тоже вместе с биткоином. Далее у нас были такие переводы биткоинов 5405, да, и причем несколько переводов, 5 переводов. В закрытой группе этот момент расписал, что я предполагаю, что как я этот момент вижу. Сейчас где он? И мне здесь дали такие моменты, да, add null, нуль, ничего не значит, или различные моменты, тут привязка к гематрии, рассмотрел, монета Боб есть, да, Big. Боб, кстати, на 5 минутке Боб так и не шевелился,
Тоже сейчас момент монета Боб, да, и вот пятиминутка, вот у нас пролив был по биткоину, да, а Боб наоборот он сделал, смотрите, они даже чуть-чуть наверх приподнялись, это вот пятиминутка, то есть они сливали, особо так сильно вниз не ушли, и здесь зашли сюда наоборот, тоже странный момент, биг Боб, может быть Боба сейчас, может быть, но это посмотрим, опять же, это основываясь на этой гематрии, по цифрам, которые были переводы по битку, да, если в него часть этих активов валют, он, конечно, прыгнет. Боб на всякий случай взял небольшую часть, ну, провалится так провалится, то есть нельзя все деньги сейчас туда вкидывать, вы же сами понимаете, да, тоже думайте, что вы делаете. Далее по гематрии еще этот же момент просмотрел 5, 4, 14, 21, 12, 12. Ну, тоже интересные цифровые значения. И здесь такое American Dream, я это выделил, и Pink Moon, розовая луна, ну как шорт, красная луна, да, такой момент, и American Dream, то есть сны. Пока у нас Америка спит, да, и вот здесь этот момент тоже отметил, ребятам в группу закинул, это у нас Китай, это у нас Америка, то есть сейчас торгуется Китай. И смотрим, что он, и заранее, да, у нас здесь по экономист была магнитная буря вот в это время, и потом сегодня еще вышла новость такая, тоже в группу закинул, где у нас вот магнитная буря охватила нашу планету. В 6 начала, в 12:00 заканчивается. И смотрим на график. У нас в 6 начала, то есть вот эта магнитная буря была вот здесь обозначена. И блок вот это, да, начало. И как раз в группу я скидывал, что у нас идет это вот накопление. Да, была вероятность выхода из вот этого именно флага наверх. Тут флаг вырисовывался, его многие видели. Вырисовывался выход наверх, но ну, не в последний момент, да, где-то вот в этой области сделал пост, в группу начал скидывать тоже, ребят, смотрите, у нас здесь шорт по Атланту, обратите внимание, вот он шорт, Атлант показывал шорт, он не переворачивался, и так потихонечку цена спускалась, и спустилась. Смотрим по уровню Фибоначчи, интересный тоже момент. По уровню Фибоначчи мы ушли вниз, 61% забрал позицию. Телеграм-канал это все дело показал, осветил. Куда? Сейчас, секунду. Сразу. Вот активировался Take Profit. Это 85%, это 68%. И вторая позиция активировался Stop Take Profit по $148. 148%. Да. Так, в общем, позиции закрылись. Все, основные позиции закрылись. Есть еще шорт на продолжение движения. Его перевел в безубыток. Но я думаю, что у нас сейчас цену развернут. У меня закрылись лонг позиции. И, кстати, да, я отсюда открыл лонг позицию снизу, подцепил. Потому что у нас цена так интересно ударилась именно по Фибоначчи. Смотрите, именно по Фибоначчи. Вот сюда. Она четко пришла вот именно 86%. Еще есть уровень 666, да, вот посмотрим, сюда ли придет цена или нет, да, я тоже на всякий случай здесь оставил, чтобы смотреть, наблюдать за вот этим уровнем. Тоже посмотрим, придет ли сюда цена. Но мне есть предположение, что он, ну, еще сделает этот закол, потому что сюда любят приходить. Но опять же, если сделают закол и пробьют его, значит пойдем ниже. Потому что такой уровень, если его перебивать, то все, цена должна уйти ниже. Если это точка, от которой мы должны оттолкнуться, то мы уже от нее оттолкнулись, и цена сюда больше не должна прийти. То есть какое-то сделать накопление в виде там треугольника, например, перевернутого, или еще что-нибудь такое. Или здесь накопление есть, возможно, сделают, ну, голова, плечи, может быть, да, еще какой-то вот такой момент тоже. Возможно, сейчас пока непонятно, что это будет, что сформирует, то сформирует. Но ждем вот 12 часов, к полудню это все дело закроется. Вот этот вот шторм лунный, да, вот эта активность, магнитная буря, солнечная активность. В общем, посмотрим, как это все дело закончится и куда дальше пойдет цена. Мое предположение, что у нас с этих моментов будет такой разворот, и к Америке нас назад а здесь у нас дальше ожидается, но нас ожидает ФРС. Будем это тоже по группе ведем.
посмотрим. В общем, на открытие Америки, на открытие Уолл-стрит, посмотрим, что здесь будет с ценой, какая здесь будет структура вырисовываться. Может, даже уже Атлант развернется, и то, что мы здесь стали в лонку, нам это только в плюс уйдет. Вот. А большинство ребят ожидают, что мы все-таки по всей этой системе будем проваливаться вниз. Ну, не знаю. Смотрите, у нас тут по уровню Фибоначчи, да, тут последнее вот это вот движение, которое у нас от импульса пошло, вот это большое движение, мы здесь зашли в 618 фибу. Будет ли сейчас такой же заход вот вниз, да, вот здесь? Просто здесь сделали первое движение и второе движение. У нас здесь опять же, если смотреть внимательно, у нас есть первое движение и второе движение, и идет такое накопление. И вот сейчас все ждут спуск цены вот хотя бы в эту область 24 800 здесь закрыть эту зону, да, закрыть надо. Ну, может быть, мы сюда спустимся, но у меня почему-то такое предположение, что у нас вот этот вот блок накопления, вот здесь вот где здесь закупка идет у институционалов. Они когда сюда заходят, народ скидывает, они выкупают, причем выкупают большими блоками. Вы посмотрите, что творится на там BNB выкупают, или там, тут много разных активов, которые выкупают. Цены двигаются, да, большие суммы, там по 200, по 300 тысяч. В общем, миллионы двигают. Возможно, будет спуск на 50, 61%, 78%, но пока мы спустились на 32%, и от этих 32% у нас может пойти цена наверх. А цена наверх — это высота, я тоже в группу скидывал. Так, где у нас закрытую группу ребятам? Сейчас вам тоже покажу. Мое как бы предположение, там дальше будет видно, в какую сторону мы идем. Пойдем ли мы туда. Так. Все-таки, да, у нас здесь вот накопление-то и было, да, и вот вниз потянули, пока вниз пробились. Сейчас, по идее, шорт-приоритеты к нижней грани вот этого канала можем еще спуститься. Можем. Но опять же, идет такая структура, как то, что показывают, и просто набор толпы идет. Очень сильный набор. Так. Вот у нас на 30 тысяч выставлено как 404 от CZ на продажу. Но давления сверху нет. Вот если смотреть на общие графики, на все общие графики, то давления сверху нет его. Если вот смотреть, опять же, вот смотрите, да, на прошлое, да, как вот здесь было. Так. Вот здесь вот в прошлом видно, у нас прям вот оно давление идет. Пытаются. Откупают и давят. То есть здесь, смотрите, у нас сейчас график, он пустой практически. Сверху никого нет. Здесь пытались, продавили чуть. Все, и отсюда. Просто есть вот это старые блоки выставленные. Все. И никто не давит. Нету сильного давления. Пустой рынок. И по объему, смотрите, он пустой. Зачем давать? Зачем сюда спускать цену, чтобы здесь дать? Если сюда спускать, тогда пойдем к нижней грани и, скорее всего, будем ее пробивать и уходить еще даже ниже. Но, опять же, сюда вытащили. Мало. Если более глобально подумать, да, то у нас тут должны выбиться, сделать вот эту фибу, выйти наверх, такой параболический рост в район 37-40 тысяч, да, в эту область. У нас тут блоки по фибе, 68 золотое сечение вот в этой области. 50% и 78. Вот я так думаю, к золотому сечению подберемся, расторговка, и вот уже отсюда можно будет опять еще раз заходить на посадку перед халвингом, и на халвинге вообще хорошо заходить наверх. Но это, опять же, будем смотреть, когда мы будем здесь это рассматривать. Пока ближайший у меня вот такой вариант выхода вот в район 37200. Так. Здесь у нас все четко отработало, как предполагалось, куда интерес, куда придет цена
Заранее ребят предупредил тоже. У нас в этом моменте стоп был выставлен, цена ушла вниз, стоп подвинул без убыток, часть позиции закрыл, отработка идеальная. И причем идеальная отработка и плюс по уровню Фибоначчи. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Торгую на бирже BinX через терминал TradingView. Вот то, что вы видите, это терминал TradingView. Как подключить биржу BinX? Очень легко. Нажимаем внизу торговая панель, выбираем из списка биржи, да, свою. Если вы ее не видите, нажимаете все брокеры, откроется весь список, выбираете ту биржу, которая вас интересует, и торгуете на ней. BinX, Bybit, Binance, AKX, Currency, где удобно. Мне нравится биржа BinX, потому что у них четкая ценовая политика, они отслеживают этот момент, они берут цену, у них нет проскальзываний, сквизов нет. Сейчас еще посмотрим, наверняка на Binance 666 уровень зацепили. Нет этих проскальзываний, сквизов. В общем, мне их график очень нравится для работы. И нравится их биржа, потому что она комфортная именно для трейдера. Сказать, что я там коплю средства, конечно, нет. Ни на Binance, ни на каких других биржах я нигде не скапливаю средства. То есть BinX только, вот как для меня, она для торговли. Я туда завел подушку маржинальную, да, там, сделал часть средств заработанных. Что я с ними делаю? Я часть отправляю обратно в подушку, чтобы она разрасталась, часть вывожу на жизнь и часть откупаю какой-нибудь из активов, которые меня интересуют. Там BNB, Binance. Вот Dent, Gala, Альфа тоже вот эти моменты последние были немножко откуплены. Вот сейчас Gala на 3% вниз рухнула, Альфа с 3,5% прыгнула. В общем, откупаю активы и вывожу на холодный кошелек. На бирже я стараюсь не потому, что биржа плохая или хорошая. Я вообще, в принципе, на бирже хранить это, как деньги хранить в банке, которому ты, не особо-то доверяешь, да, вот как сейчас вы деньги храните в банке. Подумайте, какой смысл в этом. Вот. Кстати, очень хороший актив, мне очень нравится за последнее время, это именно Атом. Он и хорошо держится, и Трон. Атом и Трон. Они и держатся, Трон подрос, Атом держится. И у Атома есть кошелек, называется, сейчас скажу, как он называется, Cosmos Station. Я уже про него говорил, и опять же повторюсь, ребят, можно прикупить этот актив, закинуть в кошелек Cosmos Station, поставить его на делегирование, там в различные пулы отправить, и он будет лежать и приносить вам энную сумму. В месяц это выходит неплохие дивиденды, в общем. Я бы так сказал. Вот в этом атоме есть смысл держать его. То есть он лежит, стейкается, да, делегируется, там, стейкается. И со временем он уже, если так и будет дальше продолжаться, он уже скоро сам себя окупит. Не скоро, но, потихонечку к этому идем. Я объясняю, и опять к этому же прихожу. В общем, потихонечку все идет туда, куда нужно. В течение лет 3, я думаю, 4 даже окупится вот эта вот штука, если будет так дальше продолжаться. Хотя, если сейчас все это дело сильно пойдет наверх, и здесь из 10 станет 100 или даже больше, то это все окупится гораздо быстрее. Так, время заканчивается. В общем, подписывайтесь ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Любые вопросы, которые вас интересуют, что вы не понимаете по криптовалютам или по кошелькам, можете мне писать в личку. Биржи все я указываю тоже и в своем твиттере, и в телеграм-канале. Все, подписываемся. Спасибо за внимание. Всем удачи. Пока-пока.